Всем доброго вечера. На фоне вот этого милого чертика поговорим не об очень приятной теме, но все-таки об этой теме стоит поговорить. Вы знаете, мне часто встречались подобные личности. В недавнем прошлом зрители моего канала знают, как я помогла молодому человеку буквально вырваться из лап безумной мамаши. Помогла, чтобы ему сделали вид на жительство в Голландии. Дали работу. Так эта мамаша ходила, писала заявление директору, обвиняя сына в разных, преступлениях. Говорила, что он еще и судимый, чтобы его выгнали. Эта мамаша меня возненавидела, до сих пор меня преследует. Знаете почему? Потому что я лишила ее подпитки. Она просто питалась своим сыном. Я лишила ее этой возможности. Такие безумные женщины существуют, когда мы говорим, ну, мать, она все-таки желает лучшего. Нет, друзья мои, не каждая мать желает лучшего. Не каждая мать адекватна, и не каждая мать дружит с головой. Я хочу вам сегодня классический пример привести. Я, конечно, не покажу ни имени этого человека, ни номер, ничего. И если она услышит, может быть, она поймет, придет к чему-то. В чем я, конечно, очень сильно сомневаюсь в любом случае. Я хочу показать вам, как женщины разрушают жизнь своим детям, и дочерям, и сыновьям, неважно. Вот у нее навязчивая идея, что она не подходит ему. И для того, чтобы оправдать свою навязчивую идею, она будет искать различные способы, она будет сочинять различные причины, приводить доводы, ходить по всяким могуйкам, которые, естественно, согласятся с ней и возьмутся ей помочь, потому что им совершенно наплевать на правду. Самое главное, они деньги зарабатывают свои и все. И вот такие безумные мамаши, они просто уничтожают жизнь своих детей и сыновей в том числе, конечно, чаще всего. Потому что к дочке они меньше лезут, женщина все-таки умеет давать отпор. А вот сыновей, пожалуйста, потом мы удивляемся, почему они такие бобыри стали. Сидят возле матушки, знаете, до пенсии, а потом начинают топором бегать за матерью, потому что подсознательно понимают, что мать не дала им жизни, разрушила их судьбу. У них ненависть к матери начинается. И мамаша потом начинает ходить и просить помириться с женой, чтобы этот груз от себя откинуть. Такое безумие. Люди не могут понять, что они рожают ребенка, и ребенок это отдельная личность, у него своя жизнь. Даже если он ошибается, он имеет на это право. У него должны быть свои ошибки. Хочу вам привести этот пример, небольшой такой ролик. И еще объяснить, что когда люди говорят, что все на них колдуют, делают на них приворот и прочее, чтобы вы понимали, что для этого нужно обладать силой. Сила дана разумным людям. Разумные люди, обладающие силой, не ходят всем подряд, делают какие-то привороты. Если я ведьма, это не значит, что я хожу по поселку и на всех порчи какие-то скидываю, понимаете? Или там что-то там колдую на них. Мне это 100 лет не надо. У меня есть свои задачи, свои цели, и я не буду разбазаривать свою энергию. Просто, у некоторых с головой проблемы. Если человек врач, он же не ходит и всех подряд скальпелем этим дырявит, правильно? То же самое колдовство. Оно имеет цель, имеет задачу. Вот это нужно исправить. Пришел человек, исправляешь. Зачем мне ходить там всем подряд что-то начитывать? Так вот, чтобы что-то получилось, нужно владеть силой, чтобы духи тебя слышали. А таких людей очень мало, понимаете? Но, судя по этим комментариям, каждый второй колдует, все обладают силой, все друг на друга порчи делают. Это абсурд. Это ерунда полнейшая. Итак, начнем. Пишет мне женщина. Тут очень долго. Я так коротко попробую. Великая неповторимая ведьма Инга. Понятно, манипуляция. Ты такая прекрасная, великая, я тебя очень люблю, ты замечательная. Ты самая лучшая, солнышко, кисенька, мисенька. Очень много даете советов, я вами восхищаюсь. Понятно. Дальше.
Хочу стать перед вами на колени, молить вас о помощи. Живем в России. А нет, живем не в России, но, значит, что там? Ну, мне, как любой матери, хочется ему помочь. Умоляю, злые люди сделали много гадостей. Идут не только на него, страдаем мы все. Полгода назад похоронила мужа, сына, проблемы со здоровьем. Пожалуйста, снимите данные, мне становится страшно, у меня он единственный. Помогите, умоляю. Я ходила там каким-то магуйкам, платила. Умоляю, помогите, прошу, умоляю. И я отвечаю так. Вы можете с колен подняться и нормально по-человечески, на человеческом языке объяснить, что у вас с сыном такое страшное, ужасное, что просто уже сил нету? На него делают приворот постоянно. Он страдает, ходит сам не свой. Все это зло шло на его отца. Он умчался тоже. Полгода назад умер. Сына стали ноги отниматься. Сын загибается, еле ходит, стало трудно жить. Его жена и мама прогнали меня. Не разрешают общаться с сыном. Им он тоже не нужен. Его деньги и имущество. Ну, в общем, нужен... он не нужен, нужны деньги и имущество. Ну, в общем... Поняли, да, причину всех этих проблем, всех этих приворотов, злые люди, умоляю, спасите, потому что там нужны деньги его. Я просто не могу понять, когда ваш сын женится, зарабатывает, на кого он должен тратить эти деньги? На свою семью. Знаете, сколько раз так мне писали? Помогите, умоляю, мой сын зарабатывает, все деньги его жена забирает. Помогите, прошу, умоляю. Я говорю, а кто должен забрать? Соседи? Ну как кто? У него есть брат, у него есть сестра. Я говорю, ну брат пусть зарабатывает, сестра тоже зарабатывает за себя. Почему одного ребенка в семье вот берут эти мамаши и на него взваливают весь хомут? Ты зарабатывай, все твои братья, сестры, всем помогай, всех тащи, всех содержи. Как так можно вообще? Почему он должен это делать? Чем он хуже них или лучше них? Он зарабатывает для своей семьи. Так ты скажи своему другому сыну, что, сынок, ты знаешь, ты тоже зарабатывай и вот живи хорошо. Дочка, ты тоже заработай или выйди замуж, пусть твой муж тебя содержит. И твой брат вам не обязан. Я просто вот в шоке от этих людей. Я говорю, вот она на него там сделала, на месячные начитала. Я говорю, подождите секунду. У него 2 детей. У него жена что, гуляет? Не знаю, плохая, такая-сякая. Нет, не знаю, гуляет, не гуляет, но 100% я чувствую, он там... Он к ней очень хорошо относится, там ей покупают всякие эти кольца, шубы. Так это его жена, он хочет свою жену порадовать, мать своих детей. В чем проблема? Вы должны радоваться, что у вас такой сын. Как я могу радоваться, если я понимаю, что она на него что-то начитывает? Фу! Вы понимаете, в чем дело? И потом эти люди говорят, со мной не общаются, меня не допускают. Так правильно, они просто поняли, что от вас идет зло, что вы разрушите эту семью, поэтому они от вас и сбегают подальше. Отправляют мне фотографию. Вот это мой сын, это люди, как спрут, его опутали и от его рода оторвали. Я здесь смотрю, значит, он со своей, значит, тещей, тесть, жена, нормальная женщина, ухоженная, красивая. Молодые люди, лет 30, где-то так. И он очень нормально одет, холеный, улыбаются люди там на фоне каких-то яхт сфотографировались, может, на прогулке были или что. Чем они опутали, убили, там, помогите, от рода оторвали, все забрали. То есть человек хорошо относится уважительно к родителям своей жены и к ней. Это разве преступление? Что он должен был делать? Бить ее? То есть он должен был каждый день избивать, пинать ее, тогда было бы хорошо, конечно. Это приятно же, когда как бы жена там вообще никто, и звать ее никак. Я говорю, так, уважаемый, просто снимите это зло, что они ему сделали. Вот объясните мне, пожалуйста, логику. Он женился на их дочери. Их дочь счастлива, он хорошо зарабатывает, как она сказала. Зачем им на него какие-то порчи делать? Чтобы он быстрее помер? Чтобы с ним что-то плохое случилось, и он больше не зарабатывал и не содержал их семью? Я не понимаю логики. Вот. И она тоже не понимает. Она понять не хочет. И она не пришла за правдой. Она пришла, чтобы что-то я сделала, и он развелся. Ну, дураков-то нет. То есть, помогите, они на него порчу наводят.
Я вообще не поняла. Он зарабатывает, он их содержит, он все им дарит, все покупает, но при всем этом они на него порчи делают каждый день, чтобы он загнулся быстрее и чтобы больше не зарабатывал. Так. Ее мама всегда говорила, что ей ведьма Алена помогает. Здесь манипуляция, чтобы я сказала. Какая-то Алена, сейчас посмотрите, как я сделаю. Ну, за дуру считает меня, думает, я такая предсказуемая идиотка, что просто вот, ну... Очень надеюсь, что не та Алена, которая думает, она всего вашего ногтя не стоит. Ну, манипуляция. Вы-то лучше, конечно, поэтому докажи мне, что ты лучше. А то, знаешь, они говорят, что там она лучше, сильнее. Помогите, не знаю, может, мне некорректно писать. Я оплачу все, только очень благодарна высшим силам, что привели меня к вам. Я вам просто ответы свои покажу. Слушайте, может, вам нужно к психиатру идти лечиться, как вы думаете? Постоянно на него делают привороты. Вы в своем уме вообще? Ой, на быстрое. Не, ну в своем уме нет. Приворот, знаете, что такое? Приворот — это когда делает, если она сработала, то человек уходит, живет с этой женщиной. Постоянно зачем делать человеку привороты? Или разные женщины тут постоянно делают какие-то привороты? И дальше жена и мама прогнали меня, не разрешают общаться. Ну вот понятно, вы из тех мамаш, которые суются и в постели, везде должны все знать. Прогнали, а может правильно прогнали? Может надо пересмотреть себя немного и подумать, это как надо себя вести, чтобы прогнали вас и не хотели с вами разговаривать. Ну прогнали, имейте самоуважение и живите своей жизнью. Нет, вы должны туда суваться дальше, правильно? Опутали эти люди. А я вижу, что он очень счастлив со своей женой. Чем опутали? Что вы хотите? В чем ваше желание? Развести его? Уничтожить его семью и притащить его к вам, чтобы он бобылем стал, рядом с вами сидел и выполнял ваши приказания? Ну вот серьезно. Какая ведьма Алена? Да мне плевать вообще, какая Алена там кому помогает. Вы что, специально пишете, чтобы у меня там загорелась злость, и я сказала, нет, я сейчас еще лучше сделаю. Вы серьезно? Вы курицу какую-то тупую увидели здесь или кого? Я не хочу я даже слушать ваш бред. Дальше. Нет, это не совсем так. Я не лезу, а видно, конечно. Не хочу его развести, то не мне решат. Он сам должен думать. Просто я хочу снять с него то, что ему сделали. Дальше. Я с ними даже не знакома, но с сыном творится что-то. Вот вы вообще слышали? Я даже не знакома с семьей жены, но они плохие. Они что-то делают, я уверена. Они его окутали, опутали. Но ты даже не знакома с этой семьей. То есть ты даже не знаешь этих людей. Он женился и живет отдельно. Но ты уверена, что они плохие люди, что они не подпускают его к вам. И какого хера вы решили, что ему что-то сделали, я понять не могу. Кто вам это сказал? Что ему что-то сделали? Если он счастлив, живет в своей семье. Какого черта вы хотите пойти куда-то что-то снимать? Я понять не могу. С чего вы решили, что на нем что-то сделано? И это надо срочно снимать. Объясните мне, пожалуйста. Он что, помирает? Он нищий, он пьет, он с ума сходит. Что с ним? Он живет своей нормальной жизнью человеческой. Нет, я пойду с него снимать буду. Я не поняла вообще ни черта. Она пишет, это случилось в 2008 году, он резко поднялся, и тогда я не могла понять, что творится. Мне дали номер одного человека, он мне сказал, стал смотреть, сказал, что его зомбировали. Он пробовал помочь, не смог, сил не хватило. Потом я долго искала, и много кто брался помогать, кому-то становилось плохо, они отходили, отказывались, говорили, что там вековая сила. Да, никто никуда не отходил, просто деньги у лохушки брали, и все. И уходили, видели, что вы безумный каждый. Нет, почему он не приходит, почему он все равно со мной не общается. Они просто, вековая сила, мне стало плохо, я умираю, я не могу больше делать. Вот поэтому. А не потому, что они что-то там снимали. Дальше. Им не справиться. Поверьте мне, пожалуйста, я не психически больная. Его закрыли от просмотра. Ой, твою мать. Такие, знаете, такие женщины сходят с ума. Вот много таких случаев, когда они тащат по бабкам мужа, детей, все время ездят смотреть, ездят какие-то порчи снимать, кому-то что-то сказали, соседка не так смотрела, она привораживает мужа, муж что-то, поносит весь день, на него порчу сделали, едут куда-то. Такие женщины сходят с ума. Их итог очень плачевный, потому что они играют с этими силами. Они вот, знаете, как казино, их тянет туда, и они всю свою жизнь проигрывают. Вы смотрите, что она творит. Ходила сюда, ходила туда. Мужик снимал, женщине плохо стало, другой женщине плохо, вековая сила там. Я так и не поняла, в чем проблема, что он не так, что с ним не так у этого парня, что случилось,
Ничего. Ей так кажется, что на нем приворот. Закрыли от просмотра, не сразу видно, что на нем приворот. А это тоже сказали специально для того, чтобы у нее была причина понимать и оправдывать себя, что не я сумасшедшая, а просто его закрыли, никто не видит. Дальше что? Очень сильно, только сильно видит то, что по силу. Это тоже манипуляция. Вы же сильные, скажите, что так есть. Ага. Никто другой мне не поможет. Резко поднялся это как? Он резко поднялся в бизнесе, он стал хорошо зарабатывать, да? И вы пошли к каким-то бабкам, которые вам сказали, что на нем приворот. Мне кажется, и вам, и этим бабкам надо к психиатру, и причем очень срочно. Дальше. Слушай, женщина, вы нормальная вообще? Он живет своей жизнью. В чем проблема? Еще раз задаю вопрос. Он болеет, он пьет, он падает, он что-то не то делает. В чем проблема конкретно? Можно узнать, из-за чего вам кажется, что у него в жизни все плохо, и на нем приворот? Я хочу понять логику вещей. Вы говорите, ему плохо, плохо, я хочу ему помочь, спасти своего сына. И я говорю вам, он живет в своей семье, нормальный человек, холеный мужик, счастлив, улыбается. В чем проблема у вашего сына, что вам надо срочно его спасать? Можете мне объяснить, пожалуйста? У него отказывают ноги. У мужа были шишки, он умер сейчас, за сына переживаю. Мой ответ. Откуда вы знаете, что у него отказывают ноги? С чего вы это решили? Он сам вам сказал? Или вы смотрели у врачей там заключение? В чем отказывает ноги? Может быть, он болен человек, может, у него хроническая болезнь. Вот вы сами говорите, что ваш муж умер от чего-то там. Может, это генетически, ему надо к врачу идти проверяться. И причем здесь его теща, жена, не знаю, тесть, еще кто-то, какие-то колдуны-ведьмы. Причем здесь они все? Пожалуйста, запишите меня на диагностику. Если как вы скажете, так и сделаю. Ой, Я вас прошу идти к психиатру. Серьезно, пока не поздно. Вы своему сыну не дадите жить спокойно. Идите к психиатру, пожалуйста. Поверьте мне, пожалуйста, я ничего не придумываю. Она пишет дальше. Я вам объясняю русским языком. Если он болеет, пусть идет к врачу. Вы сидите значит, меня убеждаете, что на нем привороты. Привороты от кого, по-вашему? Ну, от кого? От соседей? Кто там ему привороты сделал? Жена? Что за безумие у вас? Вот серьезно говорю. Вот такие мамаши разрушают жизнь своим детям. Вот именно такие, понимаете? Дайте ему жить. Даже если вам эта женщина не нравится, он любит ее, он счастлив, хорошо живет. Все, оставьте его в покое. Зачем ломать ему судьбу? Он лучше знает. Вот если бы ваша мать пришла и вам сказала, разведись со своим мужем, я так хочу. Вы бы развелись только потому, что ей так хочется. Но в конце концов, он отдельная личность, понимаете? Дальше. Не успокаивается. Я очень много слушала ваших лекций. Вы говорили, что есть приворот. Ну, говорила, что есть приворот. Я ж не сказала на всех привороты. Люди, вы говорили, что есть приворот. Ну да, есть приворот. А еще есть собаки, кошки есть, и небо есть, солнце тоже есть. Дальше что? Я вообще... То он пагубно влияет на человека, и надо снимать. Вы безумная, что ли? Ну да, влияет. Ну а с чего вы решили? Каждый человек, у которого нога болит, на нем приворот, и надо снимать? Я не хочу разбивать ему семью, видно. Он пришел в этот мир чистый, я хочу его очистить от скверны, которую ему сделали. И не мне решать, с кем он сам должен это делать в здравом уме, не с привязкой. Да вашу дивизию прям уже не могу. Вот сейчас будет вот это пи-пи. Слушайте, где привязка? В чем привязка, люди? Я не могу объяснить этой женщине, а в чем конкретно она видит этот приворот или порчу? В чем? Ноги болят. Вы знаете, сколько людей в этом мире ноги? Может, позвоночник, проблемы. Там, что там, прищемление этих нервных окончаний вообще. Я хочу его спасти. Я не могу. Так, я вижу, как ему тяжело. Вот сегодня в лекциях «Загробный мир» вы тоже про татуировки, а у него приворот. Ведь тоже нехорошо. Он его держит. Не та свекровь, что нос сует во все и вся, я совсем не лезу к ним. Ну, конечно, она же фотографии, все сохранила, мне отправляет. Она не сует никуда нос. Но мне больно, если мой сын боится при них мне позвонить. С чего вы решили, что боится? Я очень много знаю таких случаев, когда мать звонит сыну. Жена просит, умоляет, поговори, пожалуйста, с ней, иначе она будет думать, что я тебя настраиваю. Не хочу и все. Понимаете, многие сыновья просто под любым предлогом не хотят со своими матерями разговаривать, потому что невозможно с ними говорить. А эти сваливают на жен. Чего он боится? Его что, привязали дома? Он взрослый человек. Если он при них не говорит, он может выйти на улицу поговорить. Ой, кошмар. Делает это потихоньку. Нет, я не воспитала тряпку. Он таким не был, его таким сделали. Так,
последний ответ я снимаю, и сейчас буду ее заносить в черный список, потому что мне уже сил нету. Я хочу вам сказать одну вещь. У вас очень большие проблемы с психикой. Вам реально нужно идти лечиться, и это не желание вас задеть, это реальность. У вас с головой очень большая беда. Я уже целый час пытаюсь вам объяснить, что если человек семейный живет и счастлив, там никакого приворота и близко нет, и быть не может. А вы все время, я очень хочу, я прошу, умоляю, мне надо его очистить. Вот подальше от таких мамаш, очень далеко. Надо держаться вашему сыну. Не дай боги никому такую мать. Просто. Это проклятие какое-то. Понимаете? Вы будете ходить по всяким папкам, везде. Пока вы не исковеркаете его судьбу, вы не успокоитесь. И когда он придет и будет пить, и бить вас каждый день, потому что вы сломали ему жизнь, не удивляйтесь потом. И не молите всех богов, и не просите, почему так получилось, за что. Потому что таких, как вы, надо изолировать. Вот от таких надо вот сразу родился ребенок, отобрать, забрать из роддома и вас закрыть навечно в дурках, чтобы вы людям не поганили жизнь. Это все, что надо делать с такими, как вы. Я вам серьезно говорю. Это кошмар какой-то. Ходить везде, поганить жизнь своему ребенку из-за принципа, потому что вам так хочется. Почему он счастлив там? Почему они с ним счастливы? Я сейчас все и расхерачу, я все уничтожу. Я буду придумывать всякие там предлоги, там привороты на нем, присушки. Я все равно все сломаю, я все равно добьюсь своего. Вы безумны, понимаете? Вы безумны. С вами жить опасно. Хочу вам сказать одну вещь. Я ее занесу в черный список, я больше читать эту женщину не желаю. Вы знаете, друзья мои, если постоянно ходить туда-сюда по всяким бабкам, по всяким колдунам, кто-то там умеет, кто-то ничего не умеет, кто-то что-то там чуть-чуть умеет, неважно. В любом случае вы все время тормошите. Я почему говорю, что если у вас в жизни все хорошо, не надо ходить смотреть, что будет, чего не будет. Вы провоцируете эти силы, настраиваете против себя. То есть вы вот это пространство начинаете активизировать, трогать. Понимаете? Оно вот стоит себе и стоит. Нет. Вы идете все время, когда люди ходят. Вот я хотела узнать судьбу своих детей. Я говорю, у них все нормально? Да. Но зачем вы лезете в эту судьбу? Что, если бы была проблема, пришли решать. Но нету проблемы. Вы хотите эту проблему создать, или вы хотите разбудить эти силы, чтобы они им проблемы создали. Понимаете? И вот в любом случае вот эта ходьба туда-сюда ничем хорошим не закончится, потому что постоянно призывая какие-то силы, низменные пускай, делая какие-то работы, что-то там начитывая, в конце концов, эта женщина разрушит ему семью и жизнь. А потом скажет, что она его очистила, спасла. Ну, я даже не знаю, что она скажет, потому что я не лезу в логику сумасшедших. Безумных не просто так изолируют и лечат, и с ними никто не разговаривает, не пытается понять. Это невозможно понимать. У них нет логики, чтобы понимать. Вот так свекрови разрушают семьи, понимаете? Вот таким вот образом. Вы хоть одну причину в ее рассказе увидели, чтобы сказать, да, действительно, там какая-то проблема, надо помочь. Я с ними не общаюсь, я их не знаю, но они плохие люди. Он работает, деньги зарабатывает, но все уходит в семью. Он со мной боится разговаривать. И это тоже ей кажется, что он разговаривает тайком и боится. Тоже она напридумала себе и поверила. Потому что шизофрения скрытая, это вот такая вещь. Человек придумывает себе ситуацию, мир и свято в это верит, что это именно так и есть. Понимаете? Это, вот классический пример. И таких, знаете, сколько пишут? И ведь она скажет, что я ни черта не увидела, меня там хвалят, а я даже не увидела. Да, я не сделала, как ей хочется, конечно, я не увидела. А всякие аферюки радостно будут подтверждать ее так называемые опасения, брать деньги, потом говорить, ой, это очень сильная сила, я не справляюсь, я ничего не получается. Все это прям очень сильное, там, не знаю, там раздувать до космических масштабов, чтобы ей было радостно, чтобы ей понравится, что вот видите, я же говорила, вот это я же сказала. Я вам серьезно говорю, что таких людей надо изолировать. Жаль, что психов перестали лечить. Это страшно. И повезло этому парню, его жене и там родственникам, что они подальше от нее находятся. Я даже представить боюсь, что было бы, если бы они жили по соседству. Всем удачи!